Всем доброго времени суток. Фотограф по имени Уэсли как-то раз отправился вплавь на байдарке, чтобы сделать удачные снимки в Белизе. Плывя, он увидел небольшой островок, заваленный ветками. Уэсли был потрясен. Среди сухих ветвей стоял пес, невероятно худой, голодный и жалкий. Пес вилял хвостиком, несмотря на истощение и слабость. Его тело дрожало, а ребрышки проступали по тонкой кожей. Как он оказался здесь, оставалось загадкой, но молодой человек понимал, что бросить истощенную одинокую собаку он не может. На всякий случай парень позвал кого-нибудь, но вскоре он убедился, что рядом никого нет, и пес действительно совсем один. И он очень ждал появления хоть одной живой души, которая могла бы спасти его. Тогда парень перенес собаку в лодку. Уэсли волновало вот что: он находился на территории другого государства, а это значило, что могли возникнуть определенные сложности с собакой. Пес, которого он назвал Уинстон, нуждался в помощи, и Уэсли размышлял над тем, как он может оказать ее животному. Через 36 часов парень должен был вернуться домой, в США, но бросить бездомного пса фотограф не мог. Он обратился к местным жителям за помощью, и люди стали помогать. Кто-то принес еду, кто-то договорился с ветеринаром, чтобы собаку могли осмотреть. Вскоре Уинстона уже осматривала доктор, брала у него кровь и отмывала пса от блох и грязи. Анализ крови показал, что никаких серьезных отклонений в здоровье Уинстона нет. Вот только его некуда было деть, поэтому фотограф договорился с людьми, согласившимися взять пса на передержку. Девушка по имени Мелани стала приемной мамой на целых 2 месяца. Она слала Уэсли фотографии и видео, по которым было видно, что пес счастлив, что теперь у него есть крыша над головой, он досыта ест и спит на теплой подстилке. Он изменился внешне, даже ушки, которые уныло свисали, теперь стояли на макушке, как 2 домика. А вскоре пес отправился в Даллас к Уэсли, который решил забрать его в свой дом. При встрече в аэропорту в первую минуту пес не знал, как реагировать на Уэсли, и начал обнюхивать ему ботинки. А потом Уинстон вскочил на лапки и стал прыгать, весело виляя хвостом, узнав своего спасителя. А через 2 месяца хозяин и его пес вернулись в Монтану, где жил фотограф, и питомец попал в настоящее снежное царство. Это было невероятно, после солнечного Белиза оказаться в зимней сказке. Пес был в восторге. Уэсли говорит, что встреча с питомцем – это судьба, ведь они нашли друг друга по чистой случайности, но теперь никогда не расстанутся. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Если понравилась история, ставьте лайк. Всем пока!